Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Тут я вижу есть два легендарных шамана, и я давным-давно говорил о том, что я хочу вам записать шаманов, когда их понерфили. Кто вдруг не знает, как их понерфили, буду сейчас все объяснять, все буду показывать, поэтому, ребят, присаживайтесь все поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудь сейчас поставить свой лайк, прямо вот сейчас ставишь ролик на паузу и ставишь свой лайк, потому что что-то лайков очень мало стало. А это все вот из-за тебя, понял? Я вот на тебя смотрю, ты лайки не ставишь, все, я обиделся. Понял? Ну, а если ты не подписан на меня, то подпишись, а если у тебя есть возможность оформить спонсорскую программу, то, соответственно, в комментарии будет закрепленное сообщение с ссылкой, как оформить спонсорскую программу. Все, на самом деле, очень просто, спонсорка очень дешевая. Все. Вот, поехали погружаться в игру, и теперь мы перейдем плавненько к тому, что же все-таки сделали с шаманами. Ребят, теперь на шаманах немного стало труднее играть. Объясняю, как сейчас они работают. Вот, допустим, представим, у вас 3 уровень, да? Вот, шапка упала. В принципе, пойдет шапка, но на первых раундах, на самом деле, шапка это не критично. То есть шапку можно на первых раундах скипать, в плане того, что можно ее в первую очередь не брать, как минимум до, наверное, 5 уровня, как минимум. Даже до 6 уровня, как минимум. А если у вас нефритовый генерал упал, то до 7 уровня. Сейчас объясню, почему. Теперь шаманы перевоплощаются не выше цены продажи вашего текущего уровня. То есть, опять же говорю, представляем, у вас 3 уровень, у вас есть нефритовый генерал, солнечный шаман и шаман лавы. Соответственно, фигуры они перевоплотятся только в те, которые будут по цене продажи не выше, чем ваш уровень. То есть в 3-монетные фигуры будут превращаться. И это довольно-таки сильный нерв, потому что... Вот, допустим, если кто-то очень рано собирал себе шаманов, то, соответственно, он мог на 3-м раунде поставить себе 3 шамана, вот условно, да, как я уже сказал, солнечный шаман, нефритовый генерал и шаман лавы. И там у него перевоплощались бы фигуры в плюс 2 от цены продажи. То есть шапка, это, по сути, вот раньше был солнечный шаман за 4 монетки, то есть он превращался в фигуру за 6 монет, а с шапкой за 7 монет. И это было очень жестко, потому что были скилловички, которые собирали себе нефритового генерала в 2 звезды и солнечного шамана в 2 звезды, и с шаманом лавы кайфовали от жизни по полной программе. И разрывали все и вся, и до 10-го раунда у тебя по итогу оставалось, ну сколько, хп, наверное, 40. Вот у меня был момент, когда 3 типа собрало себе шаманов, и что вы понимали, эти 3 типа, они мне оставили 50 или 40. Короче, 50, около 50 хп уже точно не помню. И это было очень жестко. Сейчас понерфили это и сделали то, что по цене продажи не выше вашего уровня. Сказать, что это сильно критичный нерв? Ну, вначале да. И как бы вас обязуют в плане того, что вам нужен уровень, чтобы вы слишком сильно не наглели. Ну, а также все равно шаманы сильные, потому что если приходят, вот, допустим, на 5 уровне вам может упасть та же самая спектра после перевоплощения. Может упасть нефритовый генерал. Ой, нефритовый генерал. Ух, о чем я говорю? Блин, сори. Я просто сейчас задумался о том, что мне нужно выйти в 20 монет, и что я хочу продать. И вот у меня выбор либо 2 клокверка, либо 2 ЦМки. ЦМки как бы не хочется продавать из-за того, что буду на шаманах играть. Мне нужна будет мана. Либо же мне нужно будет играть через прокаст, либо же мне нужно будет играть через предметы. Тут уже как бы сложно. Нужно думать. Не знаю, наверное, 2 ЦМки продам. Хотя, может, знаете, я продам одного ШД и одного клокверка. Не знаю, как лучше поступить, если честно. Сложный выбор. Ну, тут я 100% проигрываю. Ракетки полетели вообще не туда, куда надо. Короче, вот так сделаю. Продам клокверка и продам ЦМку. Потому что ШД на самом деле сильный персонаж. Если 2 звезды его соберут, то он будет как подстраховка моих трусов и вкидывать нормально так урона. Ну вот тип уже, все, 4 уровень, у него денег нет, но по итогу у него стоит 3 шамана. Благо он сейчас будет перевоплощаться в фигуры не выше по цене продажи, чем 4. Все, и... Это нам надо. Это нам надо. Только жалко, это не нефритовый генерал. Я на самом деле рассчитывал на то, что мне упадет нефритовый генерал. Но по всем законам подлости, раз мне нефритовый генерал не упал, вот тот типок, который собрал себе уже 3 шаманов, 100% найдет раннего нефритового генерала и соберет его рано в 2 звезды. И не дай бог, ему панда еще и дизраптора присумонит. Это будет вообще грусть, печаль, тоска. Ну ладно. О чем я говорил? Я говорил по поводу вот этого вот нерфа шаманов. Насколько это оправдано? Это оправдано в действительности. Я считаю, что нерв оправданный. Тут как бы не придраться. Это балансный нерв. Но
Они-то шаманов понерфили. И тут вы такие, ну да, а минусы? Точнее, ну, а что-то еще по плюсам будут по шаманам? Плюсы, ребят. Дублирующиеся предметы остаются. Если что, то плюсы это в скобках. Я же его заберу? Заберу, отлично. Вот так вот сделаю. Вот. Плюсы это то, что у вас, как бы, ну... О, 2 шаманчика. Сюда на базу. Я, кстати, наверное, 2 пивные панды поставлю. И может вместо резака поставить все-таки шамана лавы. Пу-пу-пу. А, ну да, ну да. Там другой тип нашел себе нефритового генерала. Да, почему я так реагирую, ребят, по поводу нефритового генерала? Ну, как бы 2 легендарных шамана довольно-таки сложно вытащить будет. Но скилловички все равно найдутся, они вытащат этих 2 легендарных шаманов. Но когда тебе падает нефритовый генерал, тебе, по сути, только нужен 1 легендарный шаман. Да. Грусть. Ну, ладно. Нерв шаманов оправданный, но то, что оставили они дублирующиеся предметы, это такой кринж. Как по мне, раз разработчики сделали вот такую вот тему с шаманами. Ну, бафните вы шаманов адекватно, сделайте так, чтобы дублирующихся предметов не было. И чтобы предметы, которые активны, большинство работало, потому что сейчас большинство предметов активных не работают на шаманах. Я уже говорил об этом несколько раз, и разработчикам, я надеюсь, что они, там, не знаю... Ля ты какая! 2 лагуны чисто распределила. Блин, и пивная панда идет. Не знаю, пивную панду в 2 звезды собирать или не собирать? Вроде бы как бы полезно, а вроде бы как, ну, может, ну, в баню. Собрать, не собрать пивную панду в 2 звезды. Ну, в принципе, блин, это чисто трата денег. Трата ресурсов, которых у меня сейчас в достатке. Кстати, на самом деле у меня все отлично. У меня типа 90 хп, 41 монетка. Более-менее хороший стол. Ну, тут посерьезнее стол пришел у моего противничка. Но на самом деле, если мне сейчас придет как надо, то помянем моих врагов. На самом деле, если хитрец 2 звезды, либо нефритовый генерал. Лучше, конечно, нефритовый генерал 2 звезды. С хитрецом. А мне магическая панда падает. Понял. Ну, спасибо хотя бы на этом. Тут как бы... Ну, я не отказываюсь от этого. Вообще не отказываюсь. Может, все-таки собрать пивную панду? Она будет как кусок мяса. Плюс у меня есть какой-никакой на проказ под это пиво. То есть, когда вот эта вот пивная панда накидывает свое пиво, она не только мясы накладывает. Она еще накладывает эффект горения. Но горение происходит только тогда, когда по этому пиву нанесется какой-нибудь там скилл. Любой абсолютно. Тогда произойдет горение, которое тоже нанесет урон. Произведется горение, соответственно, есть вероятность, что сработает синергия кунг-фу, когда меньше 50% хп будет. Из-за того, что синергия первого уровня у меня кунг-фу стоит. Вот. Как играть на шаманах? Как по мне, есть несколько рабочих вариантов, как играть на шаманах. Стандартный вариант — это выходить в уровень, брать себе и ставить чистокровных 6 шаманов. И через активацию предметов. То есть не через активацию способностей, а через активацию предметов. Но если на 25-м раунде вам упал драконий рог, то мы драконий рог закидываем в дизраптора. Дизраптора, который накидывает огромную тучку сайленса. Если, соответственно, дизраптора нет, то драконий рог можно закинуть в какую-то любую другую полезную фигуру. Условно, допустим, представим Шаман Лавы, да, тоже хороший персонаж будет на самом-то деле. Блин, мне так много пива идет. Ребята, поделитесь пенным кто-то. Хочется пенного. Пенного хочется так-то. Вот, идти в уровень. В уровень можно идти несколькими способами. Это, соответственно, через аптечку священника, через винстрик, ну и все остальные способы, я думаю, вы знаете. Но самое оптимальное — это через аптечку священника, через баф людей, максимальный инкам, и желательно, чтобы у вас панды были. Ну вот нефритовый генерал как минимум вам нужен. Ну и все. Вышли в 9-10, если на 9 вы вышли, то, соответственно, шлем Ареса приветствуем, делаем себе сомнительный шанс в виде 6% о том, что вам будут падать легендарные фигуры вместо 3. И с помощью шлема РС начинаете рулиться. Ну, если так вышло, что вам нападала куча легендарной фигуры, у вас есть реликвия, вот эта мистическая коробка, которая перевоплощает фигуру, то можно, соответственно, вот эту мистическую коробку и кучу легендарных фигур накупить и попробовать поюзать. Но, сразу вам говорю, большинство будет вам падать яиц.
Как разрабы это сделали? В душе не чаю. Вот разрабы как-то это сделали. То, что в большинстве случаев вам будет падать яйца, а не какая-либо другая фигура. Ля, красота пришла. Блин, ну мне вроде хороший стол пришел. Шапка еще пришла. О, клевер. Клевер нам надо. Текс. Я, наверное... Блин, ну хочется блок синергии взять, если честно. И заблокировать себе сразу лишние фигуры. Что я и как бы сделаю сейчас. Убийц буду блокировать, потому что там как минимум есть квапа. И куча, соответственно, есть убийц, которые, ну, мне не нужны, откровенно говоря. Поэтому пока что без убийц будем. Ну, кстати, сейчас чел на 5 уровне, по итогу у него клокер в 3 звезды появился. Оп, Чен, видите, в 1 звезду появился, потому что у него 5 уровень, он не может выше перевоплотиться. Ему нужен уровень. И хоть он там камень Киры себе засунет, хоть себе 10 шапок засунет. Если что, ребят, шапки не стакаются. Запомните, шапки не стакаются. И еще такой вот момент. Если у вас есть легендарные фигуры в 2 звезды, то шапка там бесполезна. Да, нормально так пивная панда мне идет. Вот, шапка там бесполезная, поэтому если вы кидаете в легендарные фигуры шапки, когда можете что-то другое засунуть, то знайте, это бесполезно, потому что максимальная ценность продажи 9 монет. Вот. Выше вы не сделаете никак. 9 монет это 3-звездочная легендарная фигура. Вот. Для сведения, что-то еще хотел сказать. Что вот это вот падла, походу, везучая будет, потому что ему панды сыпятся, будь здоров. Но мне тоже как бы панды сыпятся, но мне панды не те сыпятся. Если бы мне вот мне нефритовый генерал упал, вот это был бы уже другой разговор. Ну, кстати, на самом деле, типа, если мне сейчас пивная панда придет в 3 звезды, то знаете, как мы можем поступить в этой игре? Мы можем поставить 6 чистокровных шаманов и 4 кунг-фу. В принципе, неплохо будет, потому что пиво будет накидываться, туда в это пиво будет накидываться какой-либо навык, и, соответственно, будет происходить горение. Горение 5-й точки. Моей. Главное уточнение. Моей. Блин, ну, мне бы на самом деле хотелось бы поставить шаманчиков. Но я хочу попробовать все-таки вот эту вот магию, когда у тебя стоит миллиард панд, и устроить целый пандапад. Кстати, 8 января будет патч баланса. В своем телеграм-канале я выставил 2 скрина с переводом, что там конкретно поменяют. Вкратце, на песчаную гиду, я, кстати, дезинфу вкинул, на песчаную гиду с 8 января будет работать магическая призма. Это тот предмет, который дает таргетные способности по 2 целям, или, соответственно, 2 без оружия. Там, ну, короче, вы поняли. Прикольная тема, и на самом деле гида после этого может довольно-таки сильно заиграть. Под Гримтач это, естественно, не работает, а вот под эгиду будет работать магическая призма. Это сильно. Кстати, видели, как Банши мне 2 звезды чуть табло не снесла? Вау. Это, конечно, круто. Это круто. Я, кстати, цветку поставлю. И немножко шаманчиков надо поставить. Вот так. Вот так мы это сделаем. Вот это тебе... Вот сейчас, кстати, у меня будет перевоплощаться солнечный шаман в фигуру за 6 монет. Потому что в ней шапка и цена продажи 3 монетки. И кто вдруг не знает, в чем отличие, соответственно, 1-го уровня синергии шаманов и 2-го уровня, то смотрите. 1-го уровня шаманы, они просто перевоплощаются плюс 2 к цене твоей продажи фигуры. А синергия 2-го уровня шаманов, она перевоплощает и твои предметы в инвентаре на 2 тира выше. То есть максимальный тир предметов это, скажите, 3-го уровня. 3-го тира вы можете закидывать. Я просто, если что, внимательно сейчас слежу. Заберу винстрик. Пожалуйста, забрать винстрик. Пожалуйста, пожалуйста. Забрать. Ну, пожалуйста. Давай, души, кабанчик. Ну, пожалуйста, задуши его, ну. Ну, кабанчик. Ох уж это вайперская. Ну, немножко не те мне легендарные фигуры. Ой, легендарные фигуры. Немножко не те мне фигуры упали. Немножко. Упали бы другие фигуры, я бы у него винстрик забрал. Вы прикиньте, 9 винстрик бы забрать. Это вообще вкусно. Падла.
Блин, о чем я говорил? Вот теперь у меня будет в груди, в голове чувство недосказанности, то, что я что-то не договорил, отвлекся на этот счет. Как я это обожаю. Ладно. Как играю конкретно я на шаманах? Из-за того, что здесь есть импреска, я, скорее всего, буду делать так. У меня импреска мало ли того, что будет перевоплощаться, соответственно, в другого шамана, так она у меня еще и будет керри персонажем. И если мне... Вот у меня есть арканцы. Можно, конечно, еще одну пару арканцов найти и сделать, чтобы мои шаманы еще и прокаст сверху накидывали. Напомню, что для того, чтобы шаманы кастанули свою способность, нужно 80 маны, а не столько, как обычно, как вот у обычных шаманов. Это их особенность, если что. Так, это нам не надо. Спасибо, очень полезно. Полезно. Прям слюна потекла. Я буду рандомить. Я рок войны, если что, потом найду. Мне сейчас нужны другие совершенно предметы. Кстати, вот этот предмет тоже дам в панду, чтобы у панды повысилась дальность атаки. Там плюс 200 ренджи дает, то есть 2 клетки, грубо говоря. Вот, я играю так. Я собираю себе импресску Кири, делаю ее Кири, чтобы она еще и с руки наваливала. То есть, смотрите, у меня шаманы мало ли того, что перевоплощаются, плюс импресска перевоплощается. Так у меня еще и, соответственно, есть импресска, которая с руки наваливает, дай боже. Не дает пощады вообще никому. Ну и, соответственно, рок войны для этого мне тоже необходим. Рок войны это имба. Под импресску так уж точно, потому что спам импресски, которая появляется со способности, она, во-первых, на 100% длительность дольше становится, так еще и скорость атаки увеличивается ее от оригинала. Ну вот, 2 шамана, 2 моих конкурента. Итак, ставим ставки. Кто из нас первый соберет 6 шаманов, а? Давайте, ставим ставки в комментарии. Кто из нас первый соберет нормальных 6 шаманов? Ну и кому, соответственно, будет фартить. Не знаю, волшебника купить. Хотя, не понятно пока что. Надо в уровень идти как можно быстрее. На самом деле, мне панды падают, но они не те. Мне нужен просто нефритовый генерал. Один нефритовый генерал решит все мои проблемы. Ну вот, кстати, там чел собирает себе убийц, и для меня это на самом деле плохо. Плохо, потому что он будет играть через Рики. То есть Рики у него по-любому будет, и, соответственно, мне понадобится найти этот самый, как его там, все предметы на активацию. И желательно, чтобы это был блинк первого тира, потому что он будет свою тучку ставить, и мне нужно потом будет... И мне нужно будет потом делать перестановку. Короче, танец с бубном придется сделать. Но как же мне сейчас повезло. Просто. Это имба. Вот это я понимаю. Я на самом деле думал, что мне вообще эта панда не придет никогда в жизни. Я думал, мне эта панда придет только тогда, когда я типа выкину из игры. Только в таком случае я думал, что мне эта панда упадет. Ни в каком ином. Вышел, короче, из Накама сейчас, если что, и поставил цветку. Потому что есть вероятность, что панда у меня засуманит цвету. Точнее, импреску. Я, по крайней мере, надеюсь, что это будет импреска. Еще гребаный антимаг присосался. Энигма души. Хорош. Ой, хорош, еще и панда полетала. Отлично. Вот сладкая булочка просто. Не. Хорош. Живем. Пока пивную панду трогать не буду. Может, реально соберу его в 3 звезды. А, там чел уже инвокера себе нашел. Угу. Хана раскрыли. Ну, это стандартная тема. Это плохо, на самом деле, то, что он еще инвокера нашел, потому что инвокер может триггерить неприятно. Воины, кстати, собираются, но я думаю, воина мы размотаем в легкую. Я, кстати, клевер перекинул нефритового генерала. Может быть.
придет нефритовый генерал. Не факт, конечно, но надежда умирает последней. Эмбер отлично идет. Может, в бане надо было на Эмбере играть. В самом деле, если бы мне так Эмбер... Ну, если бы я знал, что мне так Эмбер будет идти, хотя мне всего лишь 2 Эмбера упало, то можно было бы попробовать поиграть через Эмбера. Так, шапку берем. Всем шапки накидаю, и нужно будет найти блинк первого тира. Будем с ним играть. Мне очень не нравится то, что там у него инвокер собран. И мне еще не нравится то, что у меня 2 конкурента на моих шаманов. Дико это не нравится. Кстати, еще момент. Шаманы могут перевоплощаться в легендарные фигуры, которые еще не раскрыты в пуле. На секундочку, если что. И, кстати, демонов заблокирую, чтобы брать из легендарного пула с этого Свена и Квапу. Чтобы мне они не приходили, когда я буду ролиться. Минус 2 легендарные фигуры в пуле легендарном, это хорошо. Я, конечно, выключил себе 2 волшебников демонических, но плевать на них. О, кстати. Коробочка магическая сюда. Я, кстати, знаете, сейчас сделаю, что я, наверное, на 9 уровне буду ролиться. Там мои противники какие-то гиперсерьезные. Может, пивную панду уже продать? Плюс деньги получить. Я, по сути, на эту пивную панду ничего-то и не потратил. Кстати, чел будет играть на полуорках плюс боги. Посмотрим, как у него получится поиграть. Ну вот в следующем патче, на самом деле, можно будет спокойно поиграть на полуорках плюс богах. Кстати, чел, который тут себе шаманов собирал, он по итогу ливнул. Ну, что ж. Спасибо за игру. Грустно, печально, ну да ладно. Ливнул и ливнул. На одного конкурента меньше стало. Это же ладно. Да. Неприятно произошел моментик только что. Чисто типок задушил меня одной косой. Ну ладно. Знаю, я хочу, чтобы хитрец пришел в 2 звезды, он поможет мне. Объективно поможет. То есть без рофлов он мне реально может помочь. Кстати, на одну линию назад поставлю сейчас своих шаманов в задний ряд. Я снова не хочу, чтобы у меня эгида ваншотнула всех моих шаманов и было 0 шансов на то, что я хоть как-то себе хпшку сэкономлю. Не буду пока что использовать эту магическую коробку. Подожду чуть-чуть. У меня сейчас сомнение, брать ли уровень или все-таки паролиться. Потому что, ну, типа, можно было бы, конечно, паролиться. Нефритовый генерал ему упал, мне торба. И, кстати, тайт есть в игре. Ну да, нефритового генерала невозможно остановить в 3 звезды. Слишком сильная фигура. Слишком много урона. Я пивную панду продам, мне снова пивная панда приходит. О, Дизрич, сюда. Это нам надо. А что это за царский подгон? А так можно было? Так, но мне нужно найти волшебника. Ну? Так, минер. Да волшебника дай мне, говорю. Еще один минер. Спасибо. Волшебников нет. Инвокер есть. Да. Сказать, что это грустно, это все равно, что ничего не сказать. Так, держим кулачки за то, что мне сейчас будет из минера приходить импресска. Мне нужна импресска. Да вообще мне нужен волшебник один. О, Рубик, наконец-то. Все деньги строил для того, чтобы найти этого Рубика. Бэмс.
Там убийца имеет огромнейший винстрик. И мы знаем, что это означает. Вот, кстати, спасибо огромнейшее этой реликвии за то, что она мне яйцо принесла. Я, типа, не совсем разочарован то, что она мне принесла яйцо, потому что у меня был инвокер. Но это единственная радость, и все. Ну, как бы, да, и все. Больше-то радости и нет. Не знаю, может в дизраптора закинуть себе этот... колечко. Просто на самом деле, типа, я хочу, чтобы у меня дизраптор кастовал свой сайленс. И если сейчас мне упадет драконий рог под моего дизраптора, забейте, это будет аннигиляция. Вот, кстати, то, о чем я говорил. Что, когда ты находишь нефритового генерала, тебе намного проще становится играть. Аж антимаг пришел от счастья. Еще один блин, кстати, есть, пригодится. Так, это тебе. Это тебе, кстати, клевер. Ну и надо рольнуть. Нужно еще одно колечко найти. Хотя и шапка хороша. Я возьму еще одно колечко. Много перевоплощений не бывает. Да и колечко это все-таки подстраховка трусов. Мало ли что произойдет. Блин, мне что в глаза попало. Вообще, у меня последний день как-то... Ну, последние 2 дня у меня так глаза чухаются. Не знаю почему. Вот чешутся и все. Хоть ты тресни. Хотя никакого раздражения нету, ничего такого нету. А чешутся. А ну-ка, ребят, напишите свои догадки, почему так. Почему так? Я не понимаю. Мана плюс 50, хорошо. Мифриловый доспех. В принципе, мифриловый доспех можно взять из-за того, что там где-то был Дум. Ну, Дума сейчас нет. Но мифриловый доспех я все равно возьму. Это монореген. Лишним он не будет. Ну и, в принципе, все по фигурам. Берем 10-й. Берем 10-й. А там начинаем уже ролиться. Мне нужно будет просто найти импресску. Можно Хана будет найти, поставить себе полный горн против моих врагов. Ну, кстати, полный горн надо будет смотреть. Потому что полный горн это вообще ситуативно. У чувака, кстати, на эгиде приятные предметы упали. Но вот сможет ли он реализовать это, хз. Еще человек, кстати, себе там мартретку собирает, что тоже неприятно. Но играет на убийцах, что тоже приятно. Для него. По идее, против трехзвездочной мартретки, которую он хочет собрать, Фулгорн может помочь, потому что там и Безоруж может прокнуть, и Горна Агра есть, который время потянет. Кстати, Свенчик 2500 урона, здорово. Бэмс. Минус эльф. Так, ну все, начинаем потихонечку активно душить. Предметы, кстати, не ролю, если что. Я все предметы оставляю, в этом нет никакого смысла. Но только если драконий рог надо будет поискать. Тогда да. Я, кстати, сейчас еще с одного клевера попробую шапку найти. Сюда. Она мне для малюток пригодится. Чтобы вот эти вот малютки вылуплялись подороже. 6 зверей, Горн. Как он Хана нашел? А ну-ка, поясните мне в комментариях, как он нашел себе Хана в 3 звезды на 9 уровне. Да. Итак, полуорг, здорово. 4000. Ну нет, ну какой ты Б? Боже, спасибо, что ТБ только перевоплотил 2 героев, но не тех. В ТБшке даже предметы не очень. Но все равно, огромнейшее спасибо, что он перевоплотил не те фигуры. Я думал, он сейчас как дизраптора перевоплотит и все, и финита ля комедия. А тут уже, кстати, эмпресска ко мне пришла. Вообще по кайфу. И вот так вот мы делаем. Смотрите, как красиво. Просто. Арканцы в импрессочку и погнали наших городских. Импресска сейчас будет тонны маны заливать.
Плюс 60 маны с нулевой. Так, ребят, я дико извиняюсь. Я буду очень часто моргать, потому что что-то у меня прямо вот сел записывать, и начали глаза прям слезиться. Сейчас, после того, как закончу эту каточку, пойду закапаю глаза. На самом деле, ситуация у меня одна из непростых. У меня 30 хп. Вроде бы как бы я должен всех выносить, но вот это вот «но» маленькое оставляется. И тут уже как бог рандома порешает. Либо же все будет хорошо, либо же все будет максимально неприятно, и меня будут сносить. Но тут, кстати, зверя выкинул тоже. Так, все, пока, зверь. Рад был с тобой повидаться. Человек, кстати, там имеет этот хаотичный договор. Поэтому винстрик он не теряет. Он, короче, с хаотичным договором сидит и ждет меня. Гарантию даю, что он ждет меня в гости. Блин, это плохо то, что там чел стакает себе посох третьего тира. Вроде бы как не опасно, но неприятно. Там сейчас будет все зависеть от того, какие у меня будут легендарки перевоплощаться и куда эта эгида будет, соответственно, бежать. Все сейчас будет тупо зависеть от этого. У меня на подстраховку инвокер стоит, который своим контролем забодает немножко. Кстати, вот видите, почему я говорю, что активные предметы необходимы? Вот Блинк, он ситуативный, но насколько он может зарешать все-таки игру на шаманах? Чел только что своим Рики там попытался меня как-то законтрить. Накрыть меня тучкой, но у него ничего не вышло. Не фартануло. И слава богу. Потому что если бы на самом деле ему фартануло... Вот игра на шаманах, знаете, как она выглядит вообще? Игра на шаманах выглядит так. В одном раунде ты бог, а во втором раунде ты полный... Сами продолжите, что там дальше. Так, рок войны надо найти. Сейчас надеюсь, конечно, что он с мобов пойдет, и мне не придется его искать. Но это уже сказки. 100% придется искать. Я, кстати, на 10 уровне продам вот этого маленького шамана за 3 монетки. Я не буду его в любом случае собирать в 3. И, возможно, поставлю даже себе горн через волшебников. Реликвия яиц. Я возьму косу сколы, потому что там у чувака 18 винстрик. Сейчас мы ему расскажем, где раки зимуют и что почем. Ща будет весело, ребят. Сейчас будет разрыв тоталити. Я, кстати, сделаю так, хотя... Так, шапка мне не нужна, вот так вот делаю. Я просто изначально сейчас подумал о том, что можно было бы закинуть блинк в Дизрича, но... Вовремя одумался и понял, что мне это не поможет. Не поможет, а только сделает хуже, потому что Дизраптор, когда он прыгнет с помощью своего блинка... Он перестанет кастовать свою тучку. Да что ж вы так жестко идете? О, Тайдуха сюда. Так, инвокера на переработку. Так, это полуорк ко мне пришел. А у меня 2 инвокера. Помянем этого молодого горячего. Ах ты ж супчик. Вот это я понимаю, крыса-бейс. Ну ладно. На самом деле плевать. Но удивительно, что там чел каким-то образом забрал этого убийцу. Хотя, в принципе, там убийца не такой уж и сильный.
Поэтому, в принципе, плевать плюс плевать. Я Горн пока что продам. Горн мне не нужен. Мне больше надо, наверное, морской дев, потому что убийца, он откисает от всех. И от меня, и от бога полуорка. Да блин, что ж такое? Я уже задолбался, знаете, как китаец сидеть за этими сплющенными глазами. Не осуждаю. Да как пример просто говорю. Точнее, осуждаю. Минус 22. Хорош. Так, ну игра, я так понимаю, скоро закончится. Рубик. Пу-пу-пу. Да, ну, в принципе, смотрите. Горн мне не нужен в этой игре, потому что против меня есть... Хотя, ну, блин, ну, реально, мне Горн не нужен будет. Потому что вот против меня как бы есть убийца. А хотя у него сейчас есть мортредка в 3 звезды с щитом 5-го тира. А мы сейчас посмотрим, как все будет происходить. Чел поставил немного себе полуорков. У меня появился некор, который ваншотнул только кого. А, ну он не мортредку ваншотнул. Ладно. Не, убийцы я вообще как бы не ощущаю. На самом деле сейчас у бога полуорка могут быть проблемы, потому что там мортредка в 3 звезды как бы может навалить стелька из-за того, что у него есть еще и щит 5-го тира. А, кстати, не навалил стелька. Полуорк немножечко в плохой ситуации. 7 хп у него. Не, на самом деле здесь, если была бы темпларка, убийца, вот это было бы печально. Темпларка, она в целом сильный керри. Я даже где-то в некоторых моментах видел, как в чате писали о том, что темпларку нужно нерфануть. Ребята, темпларку не нужно нерфить. Темпларка сейчас наоборот идеальная фигура, которую хочется брать, и можно разваливать на ней. И ее тоже можно будет законтрить. Просто это труднее. Кстати, чел заюзал завесу. Забавно. Ну, живем, живем потихонечку. Сейчас, на самом деле, уже скоро игра закончится. У меня... Подождите. Походу, игра сейчас не скоро закончится. Там что-то чел на убийцах как-то себя весело чувствует. Ну, это, конечно, вообще ни в какие ворота. Я так-то надеялся на быструю игру, но, походу, быстрой игры не будет. Там чел, скорее всего, поставил грамотно Рики своего, из-за этого он меня вынес. А, ну да, у него, видите, Рики стоит в этом углу. Это означает, что зеркально он будет на мою импресску, на моего дизраптора накидывать сайленс. Надо сейчас будет ставить грамотно расстановку. О, драконий рог. Опа, арчит. Арчит летит в импресску. Драконий рог летит в дизраптора, естественно. Что дальше? Надо теперь расстановку, самое главное, грамотно сделать, чтобы чел на убийцах со своим Рики меня не трогал. Кстати, скорее всего, мне в действительности понадобится Горн ставить. Можно было бы, конечно, этот Горн закинуть в Тайда, но только есть один момент, потому что, смотрите, если я сейчас закину Горн в Тайда, то Тайд просто в молоко скинет свой стан, к сожалению. И из-за того, что он скинет свой стан в молоко, польза будет от этого 0. И 0 будет от того, что будет стоять Тайд. Так, сейчас надо самое главное наблюдать за его Рики. Вот тоже минус в том, что ему нужно всего лишь одну фигуру переставить, а мне придется переставить... Ой, как много фигур.
Жить. Жить хочу. Так, это зеркало ко мне пришло. Но я его тут снес. У него еще и перчатка 5-го тира, но это ему не поможет. Эх. Минус 25. Там, кстати, чел живет на богах-полуорках. Чисто насколько сильно завеса тянет игру. Джекира раскрыл, бабки получил. Хана через друида апнул. Еще один хан, давай. Так, шаман лавы, отлично. Цветка идет. Цветка мне не нужна. Оп, яйцо. Так, этих продаем. Инвокера тоже продадим. Так, вот импреску апнем, чтобы у меня был хотя бы полноценный керри. Блин! Ой, дурак, я не уследил. Еще и безоруж полетел не в ту сторону. Ой-ой-ой. Как же я не уследил за его Рики. Вот то, о чем я говорил. Один грамотный Рики решает вопросы. Жесть. Это плохо. Надо сейчас будет кольцо забирать. Так, забираем кольцо в импреску. Инвокера поставим, наверное... Так, шапка не нужна. Так делаем. По бырику. Так, все. Блин, опять это зеркало ко мне приходит. Пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, все, там -1 челик, это вылетел бог-полуорк, отлично. Я остался теперь с убийцей 1-1. Вот теперь у меня сейчас самое главное тут с расстановкой, не пролюбить все моменты. Я, кстати, знаете, сейчас что буду делать? Ну, яйцо, короче, закину в нефритового генерала, чтобы он у меня был в 2 звезды уже наконец-то. Так, а сейчас мне надо, главное, не пролюбить расстановку. Сейчас очень важно не пролюбить расстановку. Сейчас он будет переставлять своего Рики. Так, рок войны сюда. Усилимся немножко. Так, ну все остальное мне не нужно. Так, предметы раскидываем. Пока что вот так раскидаю как-то предметы. Так, как-то Рики поставить. Боже, какой гребаный пинг. Как ты меня бесишь. Боже, ну хорошо, что хоть... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, там камни на 2000 урона залетели только что в Март... Не, у него еще и маска 5-го тира на отхил. Сочно. Блин, а Мартретка нормально, кстати, так заеведила способности, но это ей не поможет, судя по всему. Не. Не, ну минус 15, кстати, дал. Блин, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Кстати, трехзвездочный, если что, у меня этот собрался. Шаман лавы. Может, сейчас и солнечного шамана смогу собрать. Походу, не смогу. Но будем надеяться, что я смогу собрать себе трехзвездочного солнечного шамана. Чуть-чуть не хватило. Чисто из-за этого 40-го раунда сейчас сидим. Захотел сам себя переиграть. Так, еще один мифриловый доспех упал. Хорошо. Только в кого его закидывать пока непонятно. Там чел вышел из игры уже, походу. Ну, что ж.
Так, кабанчиков юзаем, продаем, получаем бабки. И погнали ролиться. Надо было быстрее подумать на этот счет. Не того немножко убрал. Давай, пожалуйста. По красоте. Солнечного шамана хочу в 3 звезды. Ну, пожалуйста. По-братски. Спасибо. Спасибо, добрая душа. Бэмс. Так, мифриловый доспех, кого закинуть? Блин, ну на самом деле закину в МПС-ку и. Дальше уже без разницы, по сути, как я сейчас предметы буду там раскидывать. Сейчас дизраптора надо будет перекинуть на другое место. Он, ну, там вылетел в любом случае. Ну, чтобы красиво было. Надо сейчас перекинуть. Все, красота. Ай, чуть-чуть просчитался. Что-то думал, что если на первую линию поставлю, все будет окей. Ну, было круто. Это был прям развал. Но уважение чуваку, то, что он сыграл через мартетку. Но, как видите, это не спасает. Не спасает вот эти вот 50% уклонений, не спасает щит 5-го тира. Возможно, если бы у него немного были другие предметы, то это бы его спасло. Хотя я имею такое сомнение, чтобы это его спасло. Ну, блин, хорошая игра, хорошая. Очень хорошая игра получилась. Немножечко растянутая, чисто на 2 раунда. Из-за того, что минус 15 дал. Вот. Так, ну, свои предметы я не вижу смысла ставить. Вы, в принципе, все сами видели, какие у меня там были предметы. Ой, ставить, показывать не вижу смысла. Что, блин, в конце у меня начали... начал заговариваться. Ну, короче, ребят, что скажете? Понерфили шаманов? Отчасти в начале да. Согласен. Но это был оправданный нерф, и он нужен был, потому что когда ты оставался с 50 хп к 10 раунду, когда против тебя по 3, по 4 шамана играло, ну, это как-то было грустно. Поэтому я считаю, что нерв шамана был оправданный. Тут зачет, тут даже ничего не скажешь. Что еще такого хочу сказать по поводу шаманов? Ну, шаманы остались такими же сильными. Но все-таки, как по мне, нужно шаманов бафнуть, чтобы не появлялись дублирующиеся предметы и сделать, что больше активных предметов активировалось при перевоплощении. Вот что я считаю. Ну и, в принципе, все. А так, шаманы все еще сильная сборка. Но рандомная! Ой-ой-ой! И, кстати, на шаманах играть можно, но иногда смотрите по легендарным фигурам, потому что очень часто вам будут бесполезные легендарные фигуры падать, и они вас не спасут. Вот. Ну, в принципе, все. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться на меня, кто не подписан. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.